Что, у тебя стырили телефон? Всем привет! Вы на канале Рукавешка, канале про историю, путешествия и культуру. К нам в гости прилетели друзья из Америки Игорь и Лена. Игорь Газарх – человек удивительной судьбы, профессиональный композитор, выпускник легендарного колледжа Беркли, чью музыку исполняют звезды первой величины. И одновременно с этим острый политический обозреватель и журналист, которого знает вся русскоязычная Америка. Сегодня мы решили пройтись по главным точкам сербской столицы, от величественного храма Святого Саввы до самого сердца города-крепости Калимигдан. Ну что, пошли гулять по Белграду? Нормальный советский трамвай, что ты пристал? Вот этот флаг, я считаю, самый гармоничный и красивый. Йосип Брос. Трепещите, советские пропагандисты. Дом сербско-американской банки. Обратите внимание на флаг. Это ватиканское какая-то логово какое-то. Я увидел еврейские буквы, стал читать. И вижу, что это не иврит, это арамейский именно. Вот. А с этой стороны гостиница советская в Риге. Короче, решил Толя показать Белград и какую-то промзону завез. Звезда сербского стендапа, видите. Я тоже Ты мигрант. такой типичный мигрант из Африки. Итак, что вы не ожидали увидеть в югославском трамвае? Мы еще ничего не видели. Мы еще ничего не видели вообще. Мы едем, покажи. Вот что я увидел. Первое, что я увидел из трамвая, это вот этот вот Блок 23, да. брутализм. Ну как тебе брутализм? Мне нравится. Как будто в детство попал. Особенно трамвай, посмотри. Да. Нет, вот есть новые, это какой-то нам прям повезло, что вот мы сели в такой. Прямо как будто на заказ. А вообще мне вот эти здания напоминают Прагу. Прагу, похоже на Прагу. На что? Прагу, Да? да. Там сейчас будет здание под названием «Телевизорка». Я сейчас тебе покажу. И мы выйдем. Как ложечный хаос такое. Одна пойдет в одну сторону, другая в другую. Вот она, «Телевизорка». Его так прозвали, потому что у него окна похожи на кинескопы старых телевизоров. Точно, вот это и... Да, интересно. Игорь, расскажи, какими судьбами ты здесь вдруг оказался в Белграде? Не расскажу, это конфиденциальный визит. Такое чувство, что окунулись в детство на самом деле. Нет, серьезно. Ну, есть такое, да. Да. Мы когда прилетели, мы прямо ткнулись в такой стадион. Стадион шикарный, огромный, сербский флаг такой. Арена, да. Футбольный стадион. Открытая. А вы из самолета видели блоки вот эти вот? Там такие здания огромные-огромные стоят. Жалко, потому что когда ты летишь в Белград, Подожди, видели? Ну я просто... ты прям видишь эту застройку. Да. И такой, ого, вот это я куда приехал. Там серьезное дело вообще. Но вообще я вижу тут, это же новый Белград, да? Вот Это новый, да. Все сплошной цемент. Вот там ты только что сдавал багаж. Ага. Мы кружочек сделали. Мы сделали круг и Да, вернулись чтобы на мост выехать и через мост уже через Савву. Я могу тебе, знаешь, что сказать сразу? Что Кеннеди аэропорт и Белградский аэропорт 1-0 в пользу Белградского аэропорта. Почему? Потому что, во-первых, уютный дизайн. Коричневый пол сразу приятно. Потому что там Кеннеди аэропорт это просто цементное, страшное. Вот, нет, серьезно, очень чисто, аккуратно, красиво. Здорово. Это они строят к Экспо Реально 2027. здорово. Да, мы летели на самолете, кстати. Огромный этот Airbus, и там на хвосте написано вот это вот... что это будет? Что это будет? Выставка всемирная. В Белграде будет выставка? Да. Я тебе скажу, что, кстати, тепло, достаточно тепло. Да. Все-таки декабрь. А здесь всегда такая погода? Да. А у вас тоже такая погода? Да? Да? Нормальный советский трамвай, что ты пристал? Ну, Ленинский проспект, да. Зато с ветерком, ты смотри, как едет. С ветерком едет. Ладно. Так, что-то он поехал в другую сторону, надо к нам выходить. Выходим. А здесь есть куда-то нажать? Чего? Здесь нажать некуда, да? А можно к водителю подойти и сказать: чувак, развернись, поехали в обратную сторону. Подойти можно. Ёшкин кот. Что, не туда? Да, он не открывает. Да, он Давай. поехал. Пошли, выйдем. Ох, какие. Окраины. Главное, ничего не забыть нигде. Вот это.
Ну, пошли, не знаю, куда-нибудь. А мне нравится, интересно. Трам-трам-трам. Во, написано, смотри, на красной лошадке. Специально для тебя. Так, тебе Слушай. надо сообразить, как нам дойти до храма Святого Саввы. Дойти? Да. Ну, пошли. Слушай, а может мы возьмем этот самый, или здесь вообще дороги нет? Здесь только для трамваев? Здесь езда? какая-то трамвайная Ух, жопа. какой да. красавчик. Я закажу трамвай. Смотри, какой. Это Красавчик. Карл Георгиевич. Карл Георгиевич? Да. А вот, это наш. Да, знаете, кто это? Это же этот, Николай. Романов, вот, тут даже написано. Вот и угадал. И мальтийский этот самый крест. Здорово. Вообще интересно. Слушай, здесь все У вас нет стены знакомых с артистов, стегами. которые вот этим занимаются Нет. и объясняют, зачем они, как они это делают? Самое интересное, что никогда ты их не видишь. Ты их никогда не видишь. Они все время... Мост похож на этот самый, на Калатрава. съехать. Калатрава, да, такие мосты строят. Мгм. Есть такой архитектор Это испанский. я знаю, да. У него такие, видите, Он строит именно... жуковые такие формы. Он такие мосты строит. Там сейчас, если мы увидим, может быть не увидим, строят музей Николы Теслы новый. Да. И его строит эта архитекторка. Господи, я забыл. Самая известная в мире архитекторка. Самое известное Мухина. Хадид. Как Шутка. это? Заха Хадид или как? И что она Там выстроит? что-то там планируют какой-то мега вообще. Кстати, Башню Теслы огромную, знаешь, с электричеством. серьезно. Они не могут разобраться, видишь, хорваты и сербы никак. Чей Тесла? Где? Мы в Загребе были, да. Хорваты... На самом деле, что Тесла хорват, считают только хорваты. Да, они причем, они реально считают, что он их. Они Весь у остальной них- мир знает, что он серб. Ну, как-то там непонятная история, на самом деле. Где-то он там родился между ними, на границе, что-то такое. То есть надо было вот на нем вот ехать. эта трава. А можно его стопануть? А я не знаю. Тут есть остановка вообще? По-моему, нету. Вот сволочи, все А давай трамваи его стопанем. мимо. Так. Отказался. Нехороший бублик. Надо хоть где-нибудь слезть отсюда, мне кажется. Сейчас я посмотрю, там вот вниз можно спуститься или нет. Что шарахаться по трамвайным путям, такое себе удовольствие. Короче, решил Толя показать Белград и какую-то промзону завез. Нет, вообще я такого не видел нигде, таких развязок трамвайных. Вот Ну это да. какая-то как парковка как будто. Короче, заказываем или что? А сколько до чего-нибудь? До чего-нибудь? Ну, до... Так, где у нас тут храм? Где наш храм? До храма час. Пешком. Так, знаешь что? Ты это брось. Так, куда мы едем, короче? Храм Святого Саввы. Что там, где там Иван? Едет? Не удивлюсь, если он русский, кстати. Если он будет ехать так, как ехал тот предыдущий, это будет... Не, это тот красавец просто. Он вообще непонятно, куда он приехал. Звонил к нам 3 раза. Потом он извинялся. Потом мучился с английским языком. Он не понимал, что такое гейт. То есть он мне говорит гейт, я говорю level. Потом я говорю уровень по-русски. Он говорит, ой, вы по-русски говорите. Я говорю, да. А я, говорит, 50 лет назад в школе учил. Они все так говорят. Ну да, ну он действительно такой дядька. А что за нами? 4 минуты. За нами... Хороший вопрос. Что за нами приедет? За нами Повозка. приедет белая Тойота. И Иван приедет за нами. А вы не голодные, кстати? Голод. Конечно, мы голодные. Что, в самолетах не Не кормят? не все коту масленица, чтобы ты знал. Одним... Там, может быть, сейчас какая-нибудь ярмарка будет уличная. Сейчас Ну, разберемся. что-нибудь Разберемся. зажрать. Я Уличная просто... еда прекрасная, сербская. Нет, ну мы окей, если мы сейчас туда приедем, а оттуда можно там уже погулять, там где-то Там это уже симпатичное всё центра, есть да, такое. уже такие. Да. Везде, что ли? Знаешь, что интересно? Я помню, я любил очень Пикуля «Честь имею». Знаешь, это его Ну, я не читал, но исторический Пикуля- роман. Как раз про Сербию, про все эти дела. Давида Генкина сейчас вспомнил, наверное. Нет, и там оказывается, Вон он, вон он, наверное. оказывается, что граница Сербии с Австрией, когда была война, ты в курсе? Так. Она была прямо по Белграду проходила. А, да, вот здесь вот. То есть это была реально граница уже с Австрией. Да, Я думал, там что вот Земун район. Это был отдельный город. Земан, правильно. Земун, да. И в Земане стали австрийские пушки, лагерь. которые Да-да-да. стреляли по Белграду. Наш Наш. 2-6. Yes. Чао. Иван,
Добрый день. Мне это просто этим занимаюсь, интересно, там лингвистика, вот это все. Я смотрю, как много очень латиницы. То есть не обязательно кириллица. То есть, ну, сербская это как бы, это же, в принципе, символично, что кириллица. Да, Все на латинице тоже. Дублируют, Я да. я как-то не понял даже эту тему. Ну тут, когда учишь сербский, ты выбираешь, какой тебе больше нравится алфавит. Кому-то латиница Нет, удобно, серьезно? кому-то кириллица. Да, ты шутишь. Нет. Что, серьезно? Да, два алфавита у них. Ага. Интересно. Мне чириллица нравится, потому что она такая, с крестами такая вот. Не, ну там такие, да, интересные буквы и все. Я просто думал, что это реально официально. Что смысл сербского в том, что это кириллица. Ну, официальные бумаги все Ну да. на кириллице. На кириллице. А так, как кто хочет, так и пишет. Я расскажу, что здесь пахнет ладаном. И оказывается, есть еще одно слово в русском языке. И мы его все знаем, но мы не знаем, что мы знаем. Потому что мы были один раз на Родосе, и в одном магазине, по-моему, это мороженица была. И сидит грек, ее владелец, и что-то там чудит со свечками. А они очень религиозные, там, ортодоксы, греки. И я чувствую этот запах. Я говорю, Ленка, ладаном пахнет. И я у него спрашиваю, я говорю, а что это такое, что ты делаешь? Он говорит, это фимиам. Фимиам, то есть фимиам. По-гречески это слово фимиам, это ладан. Вот в чем дело. Поэтому это, ну, понятно, что это греческая вера, православие. Мы сейчас где? Мы в соборе. Храм Святого Саввы. Храм Святого Самы в Белграде. Идем, мы сейчас зайдем. Так что, ребята, фимиам это ладан. Это одно и то же. Здесь, получается, и внутри голуби тусят. Что? От голубей, видишь? Да, реально, что мне... Да, потому что они залетают. Это вот от голубей, если видите в кадре. Штучки. Очень красиво. В солнечную погоду он должен быть вообще прекрасный. Ну, я так понимаю, что это, в принципе, это как новодел относительно. Да, относительно. Да. Но все равно Не очень... относительно. Реально новодел? Нет, ну сам храм же не В новодел. 20 веке он Они начался. В А, да? 65-м, по-моему, он начал строить. Я могу ошибаться. не стареют. Нет, ну здорово, здорово. Светлое такое ощущение от него. Нету вот этой вот тяжести католической. Там на всех языках, по-румынски, по-польски, а потом смотрю, как на иврите, ивритские буквы. Думаю, интересно, но вижу, что не иврит, арамейский, на арамейском языке. А что И написано? причем? А, вот Могу тебе показать, хочешь? Пойдем. Идем. И я даже понимаю не все, но я сразу понял эти первые слова. Вот смотри, я увидел еврейские буквы, стал читать, и вижу, что это не иврит, это арамейский именно. Вот первые слова, вот эти «Малка Дишмая», это как «Малкат Шамаем». В Это, дверях не буду стоять. это «Царица небесная». Ага. То есть сразу видно, что можно читать. Это как русский и белорусский, по сути дела. Вот. Ну, арамейский это как бы уже мертвый язык, да? Ты, на нем где-то ты говорят. знаешь, вот интересно, там есть какие-то остатки, на нем говорят кто-то там ливанские христиане какие-то. Он есть. Он как ассирийский, он еле-еле жив, но он в каких-то общинах он есть. Вот. Но интересно, что это был язык, это было, знаешь что, это был, вот когда жил Иисус, Ага. в это время арамейский язык был, как сейчас английский, это была лингва франка. Ага. И весь регион говорил на арамейском языке. Вот, поэтому, потому что иврит к тому времени уже почти не употреблялся как разговорный язык, это были уже религиозные тексты. Представляешь, как здорово? Написано «Малка Дишмая», то есть это как «Малкат Шамаем», «Царица небесная» сразу. Во как. Фух, все. Так, Дети, хватит лекций. Пойдемте искать еду. Можешь нам, пожалуйста, может А быть, то никто же не поверит, что вы здесь а мы были. их заставим. Ну, храм целиком не влезет, но вы влезете. Они же венгры, фактически. Они... Так, ну Мы-то? что? Мы венгры. Вы венгры, вы же в Субботице живете. Ну, ребята, ну вы IT, что вы делаете? Вы айтишники? Нет, ты же знаешь, что я делаю. А я толком
Я так и не понял, чем ты занимаешься. Я ж тебе видео Потому что монтировал. со мной. Потому что со мной. Да, смотри, осторожно. Кстати, есть один чувак, вот ты сейчас шел, он испугался, видишь, но он тебе претензий не предъявлял, потому что это Сербия. Они здесь, вот эти все мигранты, они здесь не борзеют. А Да. в Западной Европе они борзые кошмары. Идет чувак, есть голландец, я за ним, слежу, мне нравится. Он такой, он спортивно-деловой, боевой такой пацан. Но он ходит по европейским городам и показывает, как вот этот вот засилие вот этих вот мигрантов, этих сумасшедших. Я к в чему Мадриде говорю? снимал мигрантов. Милейшие люди. Да, но он реально, причем он очень такой найс, он голландец. И через каждого второго скандалы, драки, они не дают снимать. А он все время им орет, что это Европа, я могу снимать, где я хочу. Ну да. Вы мне не имеете права указывать. Здорово. И, короче говоря, Здорово. И дальше. и я что было? когда вижу вот такого, я такого вижу, вот как он тебе сейчас шел, и он испугался камеры, я такой, окей. Потому что в Греции у меня была такая вот история похожая. Я шел, просто мы с сыном снимали что-то. И какие-то эти мигрантки, или кто они были, африканки, кто они были. Они бросились к нам просто. Stop filming, stop shooting просто. Я Они был типа в шоке, потому что я... нелегальные, что ли? Ну, Чего я не не знаю, боятся? они боятся. Я не знаю, что они боятся, чем они боятся. Вот, так что, да, это такое В явление, Мадриде мы это были и в распространенное Сенегальском явление. районе. И Да. там все сенегальцы такие. Ну, тебе махали повезло, все. тебе повезло. Купили платье на Наташе сенегальское такое. Да, не, ну это прикольно. Да, он там запеленал ее Да, аккуратненько. Ну, им что бы там? лишь бы запеленать кого-нибудь. Как видит русскую Понятно, как это красивую девушку, так им же лишь бы сразу запеленать. Я причем даже интервью у него взял. Сколько ты здесь живешь? 4 года он там живет. Я понял, Как работаешь? Сколько получаешь в месяц? Вот это все. ясно. Я говорю, как мигрант мигранта, давай. Да, Я тоже ты мигрант. такой типичный мигрант из Африки. Ты такой настоящий мигрант-нелегал. Да. Вот, Наташа, ты учила историю искусства, да, архитектуры. Я тебе скажу, что вот мы идем по вот этой улице, вот реально по вот этой улице, да? Это Прага, это Загреб. Абсолютно. Прага, но больше похоже на А с этой стороны гостиница советская в Риге, где жил Горбачев и останавливался Рейган, по-моему. Вот это вот. Да, вот этот такой, как он, я даже не знаю, как называется вот этот стиль. Ну это какой-то... Брутализм. господи, модерн какой-то. Это соцреализм, Соцреализм, точно. социал-бетонизм, короче. Здесь много такого, да, все перемешано. А, про Земун мы с тобой разговаривали. Так вот, Про они Земун, друг друга обстреливали все время. А сейчас Да. Земун это просто район Белграда. Это вообще... Причем он Это- совершенно отличается. Там венгерская Ты архитектура. понимаешь, что мы просто не следим за этим, мы об этом не думаем. Но когда Первая мировая война была, и когда началась война, граница, слышишь, граница Австрии и Сербии, Австро-Венгрии и Сербии, Ленка, была по Белграду проходила. Да, я знаю. Смотри, какая красотища. Красотища, берем. А рядом-то какая красота, посмотри на это. Это сказка просто, сказка. А вот это, вот смотри, какой красавец. Это знаешь что? Это ватиканское какая-то логово какое-то. Ты по гербу определил? Да, во-первых, флаг, вон, видишь, флаг Ватикана Ага. висит. А, это А флаг герб Ватикана. это какой-то по-английски это archdiocese. Это какой-то, это штаб-квартира какого-то архиепископства или епископства, именно католического здесь. Здесь сидят хорватские шпионы, У нас рядом с домом бывшие, сидят хорватские шпионы. сидят за сербами. Там Ну, потому что... хорватский культурный центр находится. Просто. Да, может быть. Палестинские эти самые? Не знаю, наверное, а может Что? и нет, но палестинских флагов нет, я не знаю. Нет, кровавые руки это то, что против коррупции, что в Новом Саде обрушился вокзал. Сними. Так я снимаю. Здорово. Как И это вот интересно. кровавые руки типа у политиков. что Серьезно. наворовали там денег. Слушай, Просто сейчас у нас везде Ну, эти там, либеральной да. среде. Они очень любят себе повесить значки, но они совершенно не знают, что это означает. Эти кровавые ручки, это А, как раз про Это палестинские линч. флаги. в 1998 году, Линч, когда линч. израильских солдат линчевали. А, Жевали, в да. Романе. А ведь действительно, смотри, какая эклектика. Один такой, другой такой, Да, третий да, такой. да. Но я сравниваю Белград, у меня это инстинктивно, например, с Загребом, да, потому что Загреб часть мне Югославии. меньше понравился. Так я к тому, что я вот смотрю, вот
ну, такая улица в Загреб. И по Загребу идешь, вот, ну, что-то похожее. И везде трещины, у них трещины, потому что у них была не, у них бомбежка, у них не бомбежки были, а у них было землетрясение реально. Ты знаешь, что Загреб стоит на какой-то тектонической там Нет, разлом? не в курсе. И у них ужасно опасная сейсмическая там история. То есть там в любой момент может грохнуть так, что просто ничего не Мы останется. как раз приехали У них через месяц после того, как у них там был Да. какой-то... в 21 веке у них был вот 22 год или 21 год, у них было дикое землетрясение. Там реально они закрыли музеи, они закрыли все, потому что все вот так вот пошло трещинами. Так поэтому там весь центр сейчас на И он у них реконструкции. убитый, они говорят, а мы не ремонтируем, потому что мы не знаем, может быть, опять оно тряханет. Мы тут были этим летом там. Да. Там все в стройке, все в ремонте, все. 100%. Это от землетрясения. Самые крутые рождественские ярмарки в Воеводине. Потому Си- что там и православные, и католики. И они вместе с гурбанят. Найс. Да, да. Найс. И они ждут Они, видимо- первое Рождество, потом ждут второе Рождество, Да. и еще чуть-чуть потом, ну, чтобы похмелиться еще, знаешь, пару Нет, дней. клево, слушай, это же, видимо, еще с тех, с австро-венгерских этих Да, времен да, да. католических. Вот Воеводина в этом плане там Серьезно? Так гуляет вам повезло. прям. Вон Макдональдс. Это первый Макдональдс в Югославии был. Нам туда не надо. Не надо. Можем пойти, вот. Где здесь переход? Заедно, это вместе, Вместе, да? да. Это надо снять. Это провокация. Че, где, что? Смотри, на стене какой. Газпром? Не просто «Газпром», смотри, что написано и нарисовано. Вместе, да, русские все, конечно. Это братья навек, да. Мы познакомились с сербами, когда Пойдем мы были здесь. на Родосе, и они приятные такие ребята, они из Зринянина. И Ага. он как раз говорит, у нас типа поговорка такая, нас с русскими 200 миллионов. Да. Я говорю, подожди, дружище, у вас уже с трудом 150, потому что, нет, серьезно, раньше Сербия была 10, а Да. Россия 100, сколько там, 140 обычно все. А сейчас я посмотрел, Сербия 6 миллионов всего народа Да. осталось. То есть половина страны уехала. Да. Со времен вот Кошмар. распада Югославии. Капец. И до сих пор идет отток. Ужас. Народ просто Здесь в меньше людей Хорватии. живет, чем в Питере. Ты знаешь, что В целой да, стране. это у меня тоже любимая тема. Зимняя война, когда с Финляндией была, вся Финляндия была 3 миллиона. Ага. А Ленинград, ну, Питер, да, тоже 3 миллиона. То есть Ага. город Ленинград и вся Финляндия. Да. Ну да. Куда мы Типа идем? того. На переход пешеходный. А что закрыто? Нам сказали, да, все открыто по воскресенье. Все Не, открыто. воскресенье. Все закрыто? Ну, да. А зачем работать в воскресенье? Нас жестоко обманул югославский партизан. Торговые центры, всякие кафе, все работает. Да. Ну, это просто маленький магазин. Нафига ему работать? А где здесь какой-нибудь королевский дворец, что-нибудь такое? Королевский это где вот Тита лежит. Это надо это вообще там, в другую да? сторону. Это да. в другую сторону? Вот, хлеб и кифли, если желаете, хлеб и кифли. Я эту чорбу хочу, или здесь, Чорбу? или Блин. здесь нету, это беда. Я не знаю. Где бы чорбу-то? Ну, у нас- может быть, вот там вот есть какой-то ресторан, видишь, стоит. А, там Бруно стоит. А что это? Бруно это русский бар. Сейчас мы знаем, что мы найдем. Подожди. Тогда пошли в центр, там наверняка. А где это? Туда мы правильно идем? Да. Окей. Так, а где все... О, пешеходная улица вот где-то там. А где всякие сувенирные магазины? Тоже там. Идти недалеко? Километр? И там же куча ресторанов. Надо посмотреть. Да, там рестораны есть, кстати, да. Это называется район Лондон. Он с тех времен еще, да, строит? Да, район Лондон. Лондон, ну, Да. Что бы не назвать район Лондон? ясно. Это как в Варшаве есть район Прага, например. Ну да, Тито уважал просто этого Черчилля. Поэтому он Лондон назвал наверняка. Ты же знаешь, почему его прозвали Тито? Почему? То там Тито, Ти это ты, это. а то это. Но Он это- все время говорил, ты это. Но это sounds like, это похоже на байку. Да, скорее всего, это байка. Это байка. Кстати, вокруг него очень много мифологии. То есть они никак не могут, ты знаешь, да? Они не могут никак определиться, кто он на самом деле, откуда он родом. То есть он Ну, там он какой-то... родился, по-моему, где-то в Хорватии. насколько я Да, у помню. него папа хорват, мама словенка. Да. Но А, он, или в Словении, он да. типа там 12-й ребенок в семье, все. Но про него упорно. Что это? Ну, выглядит так, да, странно. Женщины в белом и... Про него упорно говорят, что он чуть ли не как-то шляхтич там, что он каких-то, что он внебрачный сын Франца Иосифа. Господи. Да. Тита.
что он, несмотря на свое типа крестьянское, холопское происхождение, Ага. что он очень благородными обладал всегда такими какими-то непонятными, непонятно откуда взявшимися для людей его класса свойствами. У него был вкус, у него был такой интеллект, он был полиглот, он был очень такой обходительный, он был такой весь, понимаешь? И Да, люди- если он типа Это из крестьян, правда. он должен быть такой быдло, что ли. Ну, он же учился много. Да, должен. Читал. По определению, да, должен. Нет, серьезно. Какая они- полиция Ух классная. ты, полиция. Прикольно. Понимаешь? Это же точно как в этом фильме про бельгийскую границу. Помнишь, когда он не мог съехать? Риана Декларе. Nothing to declare этот фильм назывался. Ну, тапочки белые нужны. Да, китайцы наверняка стырили и оставили в гостинице. Короче говоря, это интересная история. И никто до сих пор не может толком действительно четко заявить, что вот он действительно оттуда и вот он то. Меня в Тита поражает, что он смолил как паровоз, при этом прожил там до каких-то дремучих- Бриони, костюмы, Да. зоопарк. Правильно это говорит. Это же точно такой там анекдоте. Что? Правильно, сынок, живешь, только зря. Зря. Нет, он молодец. Он был сибарит. Он любил жизнь. Он любил красиво одеваться, вкусно есть. Женщины ему взаимностью отвечали. Да. Еще у него был голубой поезд, А, да? на котором он ездил по всей Европе. Ну да. Я находил старые съемки, там все стоят, машут, Тита такой с сигаретой из окна. Да. Он любил. У него был такой имидж. Ну и здорово. Но Югославия была действительно страна, особенно по Удивительная тем в этом плане, временам, да. это был рай просто. Конечно, не было никакого, он не терпел этого, как сказать, оппозиционеров никаких. Ну, это понятно. Люди работали и зарабатывали чуть ли там не по 400 этих бундес, 500-600 бундесмарок, это где-то 400-300 долларов было в месяц. Представляешь, социалистические времена? Да. В те времена. Везде И ездили. И с югославскими паспортами ездили Да, везде. везде. Да. Нам рассказывали эти югославы, ребята, которые жили, у которых родители жили. И они, да. А, вот, разбомбленное Вау. Министерство обороны, как раз мы вышли. Это реально Министерство обороны? Да, Сербия. Вон там внутри прям видно все. Лестница. Да. Да. Жуть. Жуть. Абсолютно объективно. Это чистое скотство было просто. Вот эта вот бомбежка в центре Белграда, разбомбить в центре европейскую столицу, которая по определению союзница во время Второй мировой войны, воевали с нацистами, с немцами, отстояли сами себя, между прочим, сами воевали. Разбомбить в центре Белграда здание, а люди погибали, да, тоже погибло навалом народу. Но это скотство чистой воды. Это самое, Толя, что хотел сказать. Интересно, что, Милош, что они такие сербы ислам не остановили. То есть они покорились туркам. Ну да. И турки их мучили долго, пока они наконец-то не вылезли из этого всего. А вот хорваты они остановили. Вот поэтому, потому что хорваты же были под Австрией. Да, Поэтому да. вот этот кусок турки туда не долезли. А Сербию, к сожалению, они жевали долго. Ну, турки до Будапешта долезли. Ну, Белград такой город, где на каждом углу какая-то вот Да, военная я история. смотрю на вот этот вот, я вижу вот эти Карагеоргиевичи, вот этот переворот, Абреновичи, у них была другая династия. Они их скинули. Был лютый переворот. Давайте перейдем. Пошли. Чего мы стоим? Был лютый переворот, когда сербские эти националисты-патриоты, они говорили, что Абреновичи это типа плохая династия. Они предатели, короче, видимо, не знаю, что-то им там не нравилось. И они, чтобы поставить у власти Карагеоргиевичей, они в 13 году, по-моему, был переворот, или в 12-м. И такой, знаешь, переворот был по-сербски такой. То есть они выкидывали вниз головой из окон там всех этих... Они, по-моему, убили этого там наследника, и убили эту
королеву, которая была регенша при нем. Ага. Была жуть. И просвещенные эти Вене, эти австрийцы сказали, ну вот видите, какие сербы дикари. Их сам Бог велел, типа, Подмять. подмять, да. И как раз потом произошло с этим, с Фердинандом. И они говорили, ну вот, теперь мы наведем порядок и оцивилизуем этих варваров. Ну, это банальная пропаганда, знаешь. 100%. Вот они плохие, с 100%. умными головами. Да, 100%, все понятно. Короче, Кикинда. Да. Милейший европейский городок. Так. Маленький. Так. Прилетают совы в него Так. зимовать. Так. А герб Кикинда — это отрезанная турецкая голова. Османская. Страшное дело. Ты знаешь, я бы страшно испугался, но так получилось совершенно случайно. Я ведь не знал, что город, в котором родился я, город Витебск, герб Витебска, даже еще в советские времена, он был отрезанная голова с мечом. И никто не мог понять, что это за голова, потому что в Советском Союзе вообще запрещено было это все обсуждать. Оказался типа Иисус. Голова, а меч под ним почему-то с кровью. В общем, непонятно что-то. Так что ты меня не испугал. Кикинда и с Витебском почти города побратимы, да? Города побратимы, да, гербовые города, да. Так, а тут уже... это Irish Pub. Да, и там, скорее всего, курят внутри. Ну как, Новый год, снег. О, Ургант. Звезда сербского стендапа, видите. О, Прочитал, да? Николашка. Да. Русский царь. Так и Русский написано. царь. Ух ты, ух ты. По-моему, даже в Петербурге таких памятников нет. Нету. А здесь есть. Дом сербско-американской банки. О! И флаг. Вообще да. Город контрастов, Белград. Дом сербско-американской банки. Обратите внимание на флаг. А теперь мы делаем перехлест. И что мы видим, друзья? На фоне советского архитектурного брутализма и флага Сербии с монархической короной и двуглавым византийским орлом мы видим памятник русскому царю Николаю II. Николай Кровавый, император российский, но Сербию поддержал, и сербы его за это уважают. Это самое яркое впечатление, пожалуй, пока. То есть храм тебя меньше впечатлил? Храм меня впечатлил, но храм такое умиротворение, архитектурное, такое эстетическое. А это, наоборот, такой триггер исторический, я бы сказал. А я вывел эту теорию такую, что вот южнославянские языки, сербский, хорватский и славянский, они наиболее близки к старому вот славянскому, который из России шел основной, потому что... Церковно-славянский, да? Да, потому что архаизмов очень много. Почему? Много архаизмов в сербском, хорватском языке, в славянском. Архаизмы — это что имеешь в виду? Архаизмы — это старые слова, которые уже в русском современном не очи употребляются. типа, да. Очи, там, например, как будет сказка? Байка. Не, Байка. по-сербски Сербский байка, байка, знаешь, да. как по-хорватски? Как? Притча. Притча. И притча. Да. Притча — это рассказ. Так вот, по-русски притча, да? Да, вот да, эти да. слова. Хлеб, круг. А по-сербски что притчаш? Что рассказываешь? Что притча, что рече, да? Речи, да. Потому что славяне южные, когда пришли сюда, мигрировали, они были отрезаны от основной территории языковой, лингвистической, поясом венгров, румынов и немцев. Ага. Поэтому они, как вот исландцы, которые уплыли, викинги уплыли в Исландию, исландский язык наиболее близок к реальной средневековой версии викингов. Биоскоп. Кинотеатр. Да. Также Кстати, о и... языках, да. Кстати, о языках. Так вот, наши, да, сербско-хорватские друзья и славянские, они сохранили эту архаичность, потому что они были отрезаны от прогресса вот этого основного русского, там, вот, не знаю еще какого там, польского, белорусского, украинского. Но это мне так кажется. Поэтому они реально архаичность сохранили. Они были отрезаны от основной территории. А что мы видим, какой мы видим флаг впереди? Так. А это же наш дороженький. И он Siberian Wellness ниже. Да, у меня один из последних видео я сделал про то, как Трамп
вызволил этих белорусских политзаключенных Ага. и в обмен на отмену там санкций каких-то против Лукашенко, против Беларуси. И, ну, там такие всякие настроения. А рядом, кстати, казахский флаг. Прикольно. Так ты к чему там? Типа в комментариях пришли? Да, какие-то, там, ты что? Там Ну, это просто нормально. Абсолютно нормально. А вот эта, Леночка, площадь похожа на что? Вот здесь как-то, как будто Загреб. Загреб, вот эта площадь центральная Загреба, где Бан Елачич стоит. А что это за стиль архитектурный, Наташа? Модерн, я думаю. Это волшебник изумрудного города. Да, стиль Да? волшебник изумрудного города. Эпический кадр Игорь и отель Москва. Что ты говоришь? Я говорю, как Миша снимает, эпический кадр. Миша и. Миша Здесь И. у меня Игорь и отель Москва. Так вот, книжки про волшебника изумрудного города Волкова с иллюстрациями каноничными. Город был ровненько вот таким. Прикольно. Это как советские детские фильмы снимали где-нибудь обязательно в Таллине или в Риге. И такое все было сказочно уютное, такое красивое. Хорошо. Так. Ты меня снимаешь? А я тебе сейчас... Перерывы 2 минуты красный, а потом 10 секунд зеленый. Ништяк, все как мы Где-то любим. перевернулся один Варламов. А это, кстати, знаешь, вот на вот это здание, а что это такое? Это какой-то офис, да, что-то официальное? Там банк, бизнес-центр. Берлин. Да. Берлин? Берлин. Ну вот, В Америке, когда началась вот эта вот история, тоже с войной, все, Ага. у них дико снесло крышу насчет всего русского. Реально, у американцев все, и они стали просто заниматься, ну, дебилизмом. Так русским стали детям говорить, что говорите в школе, что вы Ukrainian, потому что они все равно ничего не понимают, американцы. Так и есть. Они Ukrainian. О, you Ukrainian? И они такие, yeah. Да, Окей, стопудово. они, о, вау. Ну, ну такая охота на ведьм. Сейчас вроде уже да, норм, дико. стало. Нет, сейчас уже это все, они Успокоились. хотя в Нью-Йорке они продолжают это все культурную, вот это вот все такое, культурный бойкот, скажем так, А, продолжается. при том, что там есть и Брайтон-Бич, да, вот этот русский район. Да, но дело не в Брайтон-Бич, а там оперные певцы, они их бойкотировали, отменяли, Метрополитен опера отменила, как ее, Нетребко, потом пианисты какие-то приезжают, классические музыканты, приходит публика. Интеллигентная, там, ну, любят послушать музыкальную. Все, там демонстрация около входа, там, вы Шизофрения. за войну. Просто... самое главное лицемерие. Значит, Россию не пускают. Еще раз, я ничего никого не поддерживаю. Я просто констатирую факт. Россию они не пустили сейчас на чемпионат мира по хоккею. Да. Значит, сначала они измывались, нельзя флаг показывать, там нельзя без флага играйте, там непонятно что. При этом в каждой команде в НХЛ в Америке играют русские из России. Понимаешь? Но серьезно, Там же играют и главный, лучше. так, кто там Но забил все в шайбы. Нью-Йорк Рейнджерс играет Панарин. Ага. Они все россияне, спокойно играют. Но стране не дают участвовать на чемпионате мира. Ну это же Сладости. сладости. Что, у тебя стырили телефон? Хватит приключений. Сейчас, я же не знаю, как это Может, работает. сядем в санки тогда? Таймер. 3. Почему 3? 5. Вполне можно, да. 10. Окей. Так, Игоря сажаем в санки. я тебе сяду. Нет, давайте в сторону, где видны сербские флажки, что улица. Да, I да, don't know. Я не знаю. Вот сюда подставьте, да. Сейчас. А, кстати, не, иди туда назад. Вот так, вот тут стой. Вот, выйдите, ребята, чуть-чуть вперед. Погнали. 10, 9, 8, 7, без шапки. 5, 6. А я молодец такой. Успел. Все. Я не нас слышу, да. А что конкретно играет, я не знаю. Так, что здесь есть интересного, кроме журналов? Металлика. Металлика он играет. Это неожиданно. Спасибо, мужик. Я думаю, что мужик наш. Что я встал? Не знаю. Ну, пошли. С Путиным не желаете? Нет, Да, я хочу можешь вот вон два Тита. купить. Я хочу стикер. Если пошел.
Да, спасибо, не надо. Сталин, опять же, что-нибудь. Да, Фидель Кастро, Гаврила Принцип. Да, да. Идем. Пошли. А почему ты решил? Идем посмотрим, что там есть вкусненького. Так, смотрим. Ребята, может здесь есть супец тоже? Сербской кухни. Объясни мне, дураку, что это такое. Я знаю это название. Ты зря не снял репортаж о тяжелой жизни пакистанцев. Они все переодеты в Дедов Морозов и дуют в духовые, то есть в медные инструменты. Они дуют вдохновенно, но не точно. Ну, стараются. Но они молодцы, они стараются. Громко, главное громко. Я помню, когда в Консе мы учились, и был экзамен, и спрашивали там, например, как вот отыграла она, как финальный она отыграла концерт. Она говорит, громко отыграла, громко. Все-таки я так понимаю, что мы в канун католического, да, Рождества. Они люди православные, поэтому у них еще сейчас это не тусовка, да. Они отмечают здесь сначала Новый год, да, а Да, потом они уже, Рождество, потом да. у них уже А Рождество. в Воеводине они уже Ну, отмечают вы Рождество, венгры, потому что, да. венгры. Вы живете в другой среде. А вы живете в австро-венгерской среде. А здесь, в принципе, да. Но все равно интересно очень. Ну, гужва здесь всегда. То есть Что это, такое гужево? тусовка. Да. Гужево. Вот, всякие мне интересно посмотреть штучки. О, смотри. Вот это Ха, Тита. брос. Йоси брос. 200. Может, купим? Ленчик. Может, возьмем? Тита хочет взять. Хочу. Класс. Йоси брос. А что еще? Тесла. Не надо. Тесла у нас уже есть. Ух ты, жандармерия. Смотри, как клево. А наверху Z, смотри. Z Россия. Вот это не показывает. А вот это можно. Ладно, возьмем Тита пока. Мы как камера показываем все. Мы показываем все, мы правду людям говорим. Да. Так, чувствую, что чорба мне не светит. Скушай чевапчиков что-то. Где? Приехал человек в Белград, а чевапов нету. Нету ни чевапов. Маски какие-то. Смотри, О, какие май гад. ореховые там. Это улет. Это действительно потрясающе вкусно. Вот. Ну, знаешь, это очень в американском стиле. Например, подойти к вот такому вот, как это называется? Киосочек, Да, ларечек. хотел сказать, станок, да? Стейшн. Подошел, и у людей, они продают штрудели там разные. Говоришь, извините, а у вас чорбы нету супа? Это очень, очень типично. Знаешь, американцы приходят в ресторан, суши, например, и все. И такая, can I have a chicken breast? И потом они страшно возмущаются. Они говорят, как? You don't have chicken breast? Это No, суши. это суши-ресторан. Not good. Ну что, нормально? Добрый, да. Добрый день. Это сосиски какие у вас? Что это? Мне нравится, как человек обязательно говорит на русском и громко, чтобы его поняли. Так, а какая острая? Я не буду переводить. Острая есть? Какая Spicy. лютая? Spicy. This one spice? Вот spicy? Мало. Окей, вот такую хочу. Я специально А не чего буду ничего смеетесь? переводить. Я серьезно. Общайся, общайся, мне нравится. Да, ага. Какое вам? Все, это я сам, да, кладу вот это все? Супер, супер, супер. У нас нет времени ресторана. I'm sorry. Ну вот, Игорь, будет лишний повод вернуться в Сербию С удовольствием. и зажрать чорбу. В Я... каждом городе причем можно. Нет, Сади, рыба, чёрт. нет, я Да-да. понял одно, что сюда надо приехать, действительно, здесь побыть. Ну да, Здесь можно кайфануть. Да. Я know, я знаю. Ну как? Отвал башки. С голодухи-то все будет отлоба. Да, именно. Нет, вкусно. А здесь принято ходить и есть? Да. Да? Можно? Спокойно. Ну, кстати, у вас еще час. Так что можем и дойти до Ты Калимигдана. знаешь, я думаю, что у нас не час. Потому что надо нам приехать сначала на бас-стейшн. Ну вот. Отсюда это сколько? Для минут 15, я думаю. В лучшем случае минут 15. Потом еще до аэропорта. Ну, еще 25. А там надо быть, девочка там играет. надо быть заранее. No, you can't photograph me. No, erase this photograph now. Это русский Ну, чувак, может, ну, мог на русском а сказать. что он сам по-английски говорит? Он видит, что ты зажиточный американец из Нью-Йорка. Прям видит. Видит.
Пиркавицу, значит. А если я разведчик? Может быть, ты разведчик, откуда мы знаем. Не американский. Прошу зафиксировать на камеру. Игорь морит голодом. Хватит меня снимать, я некрасиво ем. Ты очень аппетитно ешь. Я ем неэстетично. Знаешь, что я вышла замуж за своего мужа, потому что он ел так аппетитно. Грибной суп, голодный был. Знаешь, ну, когда вот люди приходят там на первое свидание, все там типа... Аккуратненько «Извините, кушаем салатик». подвиньтесь», Да-да-да. типа, Выпендриваются друг перед вилкой, другом ножиком, а Игорь такой сел, такой: о, супчик, хлеб, на хлебушек есть, давай. И прям вот так я думала. Вы же знаете, что по этой самой причине в рекламе Игорь начинают снимать мужчин. Они едят вкуснее. Это невозможно. Это пробуждает аппетит. Я когда это увидела, я сказала: берем. Вот видишь, Игорь, ты аппетитно ешь. А он живет и молчит. Вот еще одна ярмарка. Здесь стопудово будет еда какая-нибудь. Да, идемте. О, Что там? югославский киоск. И что это? В Польше стоят, в Чехии вот такие киоски типовые были. Югославские, Вот они такие? финские. Да, да. Их можно было совмещать, знаешь, там 5 киосков в один. Такой трансфер. Это прям... Это раритетная штука вообще. Ух ты. Есть что там еще и тырдельники есть. Хотела? Нет, тердло. Ты хочешь тердло? Картошку. Югославский классный киоск. С ним даже фотоются, с этим киоском, понимаешь? Я не люблю морбидную тему, но мы когда были в Хельсинки, я был обязан посетить могилу человека, которого я считаю своим кумиром. Карл Густав Маннергейм. Трепещите, советские пропагандисты. И его могила на главном финском кладбище, историческое кладбище Хитаниеми. Это музей под открытым небом. Вы Нет, не там были не там, был. да? Это потрясающе. Там захоронены все самые знаменитые государственные мужи Финляндии. Генералы, поэты, там, политики, Сибелиус президенты. тоже Сибелиус там все. А Маннергейм, там у них целая карта. Ну, естественно, карты у нас не было. И мы бродили. Я там увидел столько имен, которые я знаю. Это было так интересно. Вот какие-то литераторы, какие-то известные композиторы, финские политики, президенты там лежат. Вот, и потом, наконец-то, когда мы уже потеряли всякую надежду, мы выбрали на узкую аллею, длинная аллея, и там реально военное кладбище. Там только офицеры и генералы. И центральный огромный монумент, плита, мраморная плита, просто серая, нет, она темно-коричневая, кстати, плита, и написано «Маннергейм». И там его вот этот вот, я даже не знаю, это такой как постамент. Постамент и могила – это что-то невероятное. Вот, и там, кстати, совершенно случайно напоролся на одного какого-то старого финского ветерана, который был... Девушки остались с той стороны, кстати. Который мне объяснил, что он был адъютантом. Вот знаменитый был генерал финский, который в свое время был адъютантом у Маннергейма. Шапку поправь. Да. Оп, молодец. Вот. Ну и все. И мы с ним... Я, естественно, не понимал 98% из того, что он говорит. Но я страшно соответствовать старался. И мы с ним друг другу все салютовали, честь отдавали. Он рассланивался перед моей женой, их каблуками стучал. Но я понял, что он действительно, он мне рассказал, что он был старший сержант, что он был молодой парень, и что он был служил адъютантом у главного генерала, который был, в свою очередь, адъютантом в Маннергейме. Вот. И там эта могила, конечно, очень впечатляет. Так, Вот что мне из этого и всего, знаешь, что интересно? Что? Смотри, шапки. Шапки, добрый день. Hello, добрый день. Ты хочешь купить себе шапку? Я просто смотрю, мне интересно это все. Šaku kao rusku, О, вон, да, смотри. a ne kažete kao rusku. Это Četnička. четничка, ну, конечно. Kod vas kozaci. Казаться, да. Čapajev. Чапаев, да, точно. Павка. Чапаевка. Чапаевка. Интересно. Ja u životu nisam gledao bolju seriju od Strasti po Čapajevu. Страсти по Чапаеву, да, во, Сериал. шикарно. Ono je, pazi, zajebalo vek. Ono je 100 godina ispred vremena. Da. Mnogo dobro. Да. Актер хороший это очень Amerikanci сыграл. nikad to ne mogu napraviti, veruj mi. Не, ну, американцы, понятно. Imaju dušu. To Точно, slovenski narod. точно. Что-то долго они там стоят на красном А свете. что они стоят там действительно? Красный свет. Так. Мы пока мы тут скоро уже интервью возьмем у мужчины. Пока они там А стоят. сколько коштует? 1200. 1200?
S tim što ovo možda menjamo po potrebi ovo, a ovo imamo razne veličine. Ну да. Ну ты прям понимаешь, да, что? Ну, конечно. Я когда переехал, я еще не очень понимал. Ну, потому что, когда ты знаешь несколько славянских языков, Да, ты уже уже, проще, ты уже да. совмещаешь Stavljamo это все. vojsku sad, znači. Вот это, да? Da. Это первая валка, да, мировая война? Первый советский рад, да? Da, Рад? ranije. Да, ранее, да. Мгм. Vidi, ovo je, na primjer, Vojvoda Mišić. On je, Mišić, on je aha. pokret. Да, но это как генеральская фуражка. Фуражка. Ау! Veliki general bio. Смотри, Он какие хочет купить фуражки. генеральскую фуражку. Почему с ума-то сошел? Это как валенок, только пилот. Ладно. Мы пока подумаем. вас ждали, уже интервью взяли. Кстати, вот эта финская шапка, видишь, Вы белая? пришли смотреть на меню с чего. Ты знаешь, что финские генералы, реально, именно генералы, носят вот такие вот белые шапки, Ну, почему? ушанки. Что, типа снег? Это у них традиция такая, после Маннергейм, потому что он одевал эту шапку, и все финские генералы белые шапки носят. Будешь покупать или мы пойдем? Не, ну я посмотрю еще пока, я не знаю. Окей. Хвала вам. Хвала, дорогой. Пошли. Мы не успеем уже туда. Я думаю, Вот он что уже, мы вот не он, успеем. Калимегдан, вот он, прямо перед тобой. Кстати, символы красивые у них, очень красивые. Да, красиво. Такое мощное в геральдическом плане у них это все, мне нравится. Вон там Сербия, Да-да-да. крест и орел. Ну, у них гербы вот эти сербские на флаге, все, флаги, эти символы, все у них, эмблемы эти все, они такие очень убедительные, геральдические. Здорово. Смотри, как они сербов, этих словаков уважают. На каждом углу. Ну хорошо, на центральной улице Слушай, повесили. когда приезжал Трамп, они вешали американские. Когда приезжает какая-нибудь Да, но Урсула фон дер дело Ляйен, не они в том. вешают Я смотрю, в скольких местах они вешают эти флаги. То есть, ну, главная улица, да, проехали с оркестром. Видимо, они здесь их всегда водят, поэтому они вешают их флаги, чтобы показать, что... Они везде вешают. У них флаги много где висят. Ну да, Вообще Сербия вся в флагах. ну да. А когда приезжал Макрон, Да. они вешали флаги Франции, но как-то криво их распечатали. Короче, там синий был вообще не синий, черный. Так ему и надо. Ну, хорошо. Тита, приедешь в следующий раз, сходим с тобой в музей цветов, в дом цветов. Тито. Там очень светлый такой мавзолей. Да. Да, там. Да, это тебе не Ленин, вот этот, знаешь, в темноте, там Ты, все прям... Ленина, не трожь. Опа. Мне пишут в комментариях, ты там Путина не трожь. Или мне пишут, кстати, тоже Зеленского не трожь. Я никого не трогаю. Это же меня не трожь. А кого можно трогать? А я им в ответ пишу, ты Ленина не трожь. То есть они, кто бы они ни были, они все равно, у них это советская ментальность, знаешь, они сразу на дыбы. Ты на свет, на царя, Да, батюшку царя-батюшку. не чапай. Ну вот. Ну, шикарно. Так это там Австрия была? Угу, вот на том берегу. Оттуда пушки, да, полили? Ага. Даже если бы не было тумана, я показал бы откуда. Львы же прям как в Коломенском под Москвой. Вот эти с упоротыми лицами. Упоротый лев, это Когда хорошо. надо было сделать льва, а лица умели только от человека. Да, кстати, интересно. Угу, точно. Видишь, вон Генекс, Да. который ты проезжал. который- Да. И вот за ним Земан. Как не видно. Как интересно. Ну, серьезно, прикольно. Вот эти Чего вот три реально это квадратика, Австрия это была. музей современного искусства. Это понятно по квадратикам, да. Ленка говорит, люди пришли на свою несостоявшуюся историческую родину. Туристы из Турции, ну, что не понимаешь. Смотри, какой флаг. Так, ты нас должен там сфотографировать. Под флагом, да. Так, видишь, мы так просто оббежали, Ну, да, можно да. так сказать. Но все равно. Галопом таким. Нет, я впечатление получил. Ты знаешь, я тебе вообще должен сказать, что совершенно дикое сравнение сейчас сделаю. Какое-то, ну серьезно, знаешь, на Давай. что как-то вот по расположению городскому такому Осло. Осло. Да, ты был в Осло когда-нибудь? Вот Осло вот такое, кажется, ну, человек, который не был, там он рисует себе что-то скандинавское, там непонятное. Так. А Осло вот такое. Вот такие парки, очень похожее все, вот, даже не знаю. Неожиданное сравнение, да, такое. Да, оно все какое-то вот такое тоже, и какое-то такое flat, то есть очень плоское, и воздуха много. Ага. И такое вот атмосфера какая-то такая, умиротворение какое-то такое здесь. Здесь Похоже очень на Осло, я не знаю почему. Не Стокгольм, не Копенгаген, и никакие, не Хельсинки, не близко, а вот именно Осло. Вот оно Теперь надо такое. сгонять в Осло. Да, монументы какие-то, такие памятники кое-где. Такое, вот А эти вот Осло, оно тоже на холмах?
Оно вот такое. Вот оно абсолютно одинаковое. Ленка, тебе не кажется, что похоже вот на Осло, когда мы были? Кажется, я тебе сказала, когда мы были на... Ты видишь? There you go. И пешеходная улица похожа на Осло, вот пешеходная улица в центре. Очень странно. Ух уж эти вот сербы-проказники. Сравнение, да, необычно. Да, А девушки обсуждают витамин D. правильно делают. Не то, что мы. Осло, Мы всякой ерундой занимаемся. Лепим. Ты это будешь выставлять потом? Да. Нам напишут. Что вообще? Нет, любимый мой комментарий, знаешь какой? Какой? Ну и что, ничего нам нового не сказали. Мы и так все это знаем без вас. Ну окей, молодец. Возьми с полки пирожок с гвоздями, только унитаз не разбей Я, потом. кстати, все время одно и то же говорю. Не надо мериться с нами своими детородными знаниями, вы понимаете? Серьезно, не надо. У меня идеальный рецепт для вот тех, кто вот в этом во всем варится всегда. Сделайте свой собственный продукт, запишите свое видео. Мы вам поаплодируем тогда. Мы вас будем смотреть. Да? И мы вам будем писать, мы и так без вас это все знали уже. Я смотрю, тебя прям зацепило. Это, Да, нет, меня это вообще не цепляет. Я в одном из последних видео, вот серьезно, я сказал эту фразу. Никого вообще даже не стремился не оскорбить, ничего. И вот оно как-то само вышло. Я говорю по комментариям под видео в YouTube можно защитить диссертацию докторскую по психиатрии. Ты понимаешь? Абсолютно. Это настолько непредсказуемо, как у разных людей работают мозги, совершенно по-другому все воспринимают. Да, Ты понимаешь, что люди разные, разное воспитание, разный круг, разное все. Но иногда просто поразительно, как именно даже логика у каждого своя, выворот этот. То есть человек тебе пишет, что мы, не я это и так все знаю, а мы это все знаем. Кто ты? Может быть, он Кто с мы? женой Николай смотрит. II? Мы. Он с женой смотрит. Мы с женой знаем. И ему не вдомек, что если он лично что-то знает, я почему это говорю? Ты говоришь, зацепило. Нет, потому что я еще по натуре так, мне интересна психология, вот как люди ко всему. Я просто анализирую это. Поразительно. Мне никогда не придет в голову написать кому-то, даже если я знаю какие-то факты, написать, что мы это и так все знаем. Потому что я понимаю, что, может быть, я знаю, а других 100 тысяч нет. Или наоборот. Да. Вот, так что уж не обессудьте, если вы все знаете. Запишите свое собственное видео, и мы будем делать вау, класс! Меня, знаешь, что удивляет, когда кто-то пишет комментарий, ты ему отвечаешь на этот комментарий, а он его удаляет потом. Тоже есть. Зачем? В смысле, чего? Я тебе говорю, докторская диссертация по психиатрии. Абсолютно. Очень странно. да. Абсолютно. Посмотри на этот флаг. Кстати, из всех социалистических флагов, вот этот флаг, я считаю, самый гармоничный и красивый. Из всех именно социалистических флагов. Очень красивый флаг. Я другу своему в Таррагоне дарил вот флаг Югославии, но он был вот просто Да, здоровейший. это потрясающе. Геральдика очень красивая была, кстати, и в советские, в соцвремена, а вообще сербская тоже. Все правильно. Этот византийский орел двойной, это здорово. Тоже гримаса истории. Их лютые враги, типа, между ними исторические, да, албанцы и сербы. А Да, и у тех, и у других двуглавый орел. Да, символ одинаковый. Ну что, Игорь, Эмин за нами. Ну что, Толик, попрощайся с нашими... Помаши маме ручкой. ребята, не отчаивайтесь. Все впереди. Ты как тост прям говоришь. Я обещал, я улетаю, но обещаю вернуться. Чистите зубы 2 раза в день. Как минимум, Подписывайтесь на канал Игоря, если вы любите новости и политику. да. Если не любите, не подписывайтесь. Нет, если любите, все равно. Не любите, все равно подпишитесь, потому что вы полюбите, если вы подпишетесь. Вот. Потому что я говорю, никто вам это не расскажет так, как я. Точнее, об этом. Вот. Главное не что, а как, ребята. Напишу. Ну все, пока, в общем. Давай, все. Auf Wiedersehen, чао, аривидерчи. Спасибо, Лена. Леночка, аривидерчи сделай. Спасибо, Спасибо, ребята, за Толик и Наташа, тур. за наше Спасибо. чудно проведенное время в странном городе Белград. Но прекрасно. Белград совершенно другой страны. А вы знаете, он приехал уже. А где он? Это вот он? Нет. 27, 276. Он где-то стоит. Вон он. Вон он, да? Да ты ж сатана. Решил с другой стороны. Ну ладно. Это Opel, ребят? Да, это Opel. Ну пусть разворачивается.